1 000 001 комментарий вы написали, друзья, что нам нужно делать Прагу, восстанавливать. Я это услышал, и сегодня мы начинаем Прагу. Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Кто нас смотрит постоянно, они видели, что буквально недельки 2-3 назад нам приехали запчасти, а именно ТНВД оригинальный, который, возможно, позволит нам оживить адекватно этот топливный насос. Трубки приехали, также приехали стекла. Вот, но это уже стекла, давайте забудем пока что про это. Сегодня наша задача поменять топливный насос и оживить Прагу. Насколько нам это удастся, вы увидите уже в ближайшее время. Вам я желаю приятного просмотра. Огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать нас, то переходите по ссылке в описании. И по ней же вы получите доступ к уникальному контенту, а также к коротеньким видосам. Каждые 2-3 дня я пишу, записываю, что у нас здесь происходит в гараже. Еще раз приятного просмотра. Заваривайте чай, печенюшки. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Не думай. Я уже не помню, сколько стоит наша Прага. Дим, сколько примерно? 3 года. 3 года где-то. 2-3 года, я думаю. Но кто опытный, пишите в комментариях. Потому что я не помню. Да. Ты сразу открываешь водительскую дверь, Дима. Это еще рано. Да, здесь, к сожалению, паутина. Так, паучок, спокойно. К сожалению, ты в попандосе. Наша задача открутить ТНВД, открутить шланги, открутить трубки. И все сейчас поедет. Как вспомню, так вздрогнул. У меня в трубках даже топливо есть, представляешь? Поедем. Вот оно стоит. Мне нравится твой позитивный настрой. Трубки все самодельные, это трэш. Проблема в чем была, что с этой стороны резьба под ключ на 17, а с этой стороны под ключ на 19. И я их изготавливал сам. Соляра есть, прикинь. Все четко. Трубки мы демонтировали. Топливо, я удивлен, но оно есть. Сейчас откручиваем обратку, подачу, тягу. И будем пробовать снимать ТНВД. Хотя нам нужно посмотреть момент впрыска, блин, было бы. Как нам поставить его правильно? Снимаем ТНВД. Бляха. Муха. Опа. Вот так. Красавец. Мотор пал. Ну и сейчас будем пробовать. Как-то нам нужно выставить вот этот момент впрыска нам только, я не знаю. А куда он вращается, тоже не помню. И у нас один болт заломан, надо его высверлить. Вот они, наши драгоценные запчасти. Они приехали из города Шахты, по-моему, да? Всем нашим зрителям из Шахты огромный привет, а также спасибо большое нашим подписчикам, которые помогли все это доставить. Вот он. Орига. Орига. Здесь под шарик, а у нас под дырочку. Хреново. Начинаются приключения. Ну и вот вопрос. Его ставить нужно так или так? Мне надо, чтобы вот это был сейчас первый цилиндр, типа топлил. Меток не видно никаких. Ну, возможно, придется нам 2 раза его подсоединять. Либо подсоединить его к топливу и крутнуть. Ну, тоже такое себе. Сейчас нам нужно удалить один заломыш в креплении топливного насоса. Сверло на 6, метчик на 8, керн. Очень крутая штука, советую. Нам подогнала компания Smart Buy. Вот так это работает.
Вот такая штука. Просверлена дырка. Да. Технологическое отверстие, он Паша говорит. Сейчас попробуем нарезать резьбу. Ну это профессионально. Не зря я токарем на заводе 20-ку, да? В Чехословакии. Или в Чехии. Занимаюсь Прагой и понимаю, какая она все-таки древняя. С такими старыми машинами лучше не связываться. Но если у вас в планах, друзья, покупка нового автомобиля, то обязательно покупайте через бесплатный сайт autospot.ru, потому что на этом сайте есть практически все марки авто. Вы обязательно найдете что-то на свой вкус. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров, а самое главное, вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Вы наверняка слышали, что автомобильный рынок стоит на месте, поэтому дилеры готовы делать очень большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть даже на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте и бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую для скачивания. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите и пользуйтесь. Резьба восстановлена. Вот здесь еще тоже хочу пройти, что-то не то. Так что сейчас будем закидывать ТНВД. Так, решили сразу проверить масло и залить. Ну, что-то, по-моему, может и так. Может здесь щуп будет? Угу, хрен там. Такое все какое-то. О, тут есть масло, ёпта. Новый насос. Это я понимаю. Продавец ответственный. С контроля нужно было начинать, а не с заливки. Вариантов установки ТНВД у нас только 2. Вот он, привод переворачивается либо на 180 градусов, либо 0. Вот, поэтому 2 попытки у нас будет запуска. Ну, это по плану, а там неизвестно сколько попыток будет. Но отличаются даже и муфты привода. Я заметил, что на насосе, который стоял, муфта привода смещена. То есть, возможно, поэтому он и мозги компасировал нам. Так, ладно. Ну, примерно вот так. Сейчас подожмем сразу, пусть он, чтобы он стоял. А там, если что, потом будем дальше думать. Продавец пометил нам трубки, поэтому сейчас удобно их устанавливать. Они все становятся вообще четенько. Попал? Да. У тебя тоже? Попало. Иномарка. Видишь, как все четко. Как ни крути. Параллельно с ТНВД ставим аккумуляторы. Я нашел оригинальный бак от Праги, на котором она запускалась. Так что сейчас будет процесс. Только нужно топливо раздобыть. Пытаемся закачать топливо. Вы не поверите, но он качает. Типа закачал. Дай-ка сейчас мы перепроверимся. Воздух выгоним заодно. Сейчас нам нужно выгнать воздух из форсунок, из топливных трубок. Но это первый запуск будет спустя 3 года. Вы очень долго просили, давай Прагу. Вот мы занимаемся. Тачка интересная, поэтому сейчас попробуем. Будем использовать быстрый старт, ну плаг. А быстрый старт это полироль для панели? Да. Это самый быстрый старт. Это лайфхак, проверенный жизнью. Давай. Давай.
Ни старта. Не старта. Приключение начинается. Мотор. Давай. Вот это старт. Хорош, хорош, хорош. Подожди, подожди. Больше не пшикай. Ну вот с первого цилиндра пошла соляра. Ой, пошла солярка. Все, зажимаем. Шкив там нормально? Отлично. Это полироль. Работает только на полироле. Меняем насос. Да? Наверное, Видимо, да. все-таки мимо он. Попробуем поменять насос, потому что чисто на полироле работает. Ну и аккумуляторы тоже, походу, надо менять уже, да? Нет, но они, если он же, по сути, прокачал систему, Не, мы же сейчас раскрутим ну, все. все равно хотя бы сорвался. Мне кажется, оно, Ну давай попробуем. да, заведется. Переворачиваем насос на 180. Это, конечно, не точно, что не из-за этого не заводится. Ну, попробуем, потому что выставлять здесь метки эти все, это тоже такое себе. Это нужно искать, лезть. Я надеялся на чудо. Как обычно, да? Мы в нашей жизни надеемся на чудо. Но чудо не произошло. Надеюсь, сейчас произойдет чудо, и это чудо запустится. Только полироль. Ну-ка дай без полироли, подожди. Что за хрень? Без полироли не будет. Ну пшикни давай еще. Давай, для запуска я попробуем остановить. Давай. Ну все. Какая-то знакомая история у нас. Сейчас попробуем что-то поколдовать. Возможно, чуть раньше зажигания нужно сделать. Да, сейчас еще попробуем. Потому что непонятно. Либо уже нам начинать смотреть впрыск. Вот, открывать клапанные крышки, смотреть, какие где клапана. И пытаться что-то выставлять, потому что это несерьезно. Я надеялся, что оригинальный насос спасет нас, но он пока что нам не помогает. Мотор готов. Это что было? Сейчас вывернул насос максимально в противоположную сторону и попробуем. Ну, давай, Дим, может с твоей легкой руки? Газ в пол? Давай. Работает. А заведи сейчас газ в пол. Все-таки твоя легкая рука. Легкая нога на газу. Давай. Что это было? Это я газ отпустил. А почему он начал реветь? Когда ты быстрого старта, он прямо аж улетел. И я отпустил газ. Ну давай, заводи. Может сейчас очухать.
И что, Дима, как выхлоп? Вот сейчас ты ощутишь всю эту херню. Ядреный, бляха. В общем, нашли мы причину. Газ в пол — это всего лишь холостые обороты. Но он запускается, Дима. Сейчас нам надо... Ракета. Надо сейчас... Тягу газа сделать хорошую. Да, чтобы мы могли как-то маневрировать с этим делом. Все. Сейчас будем чуть-чуть совершенствовать. Я думаю, ее удлинить, и все будет. Либо перекинуть язычок. Понял, который мы меняли. Мы же поменяли тягу эту на насосе. Вот. Поменяли. Да. Это проще, чем удлинять тягу. Переместили мы вот этот рычажок чуть-чуть в сторонку. И сейчас попробуем еще раз запустить. Видите, мы запускали на холостых оборотах его. И поэтому он не очень хотел запускаться. Короче, что-то педаль у нас упала в пол. Там фиксатор обрезала. И у меня здесь, оказывается, вот есть холостые обороты. Видишь? Я даже не знал, что я делал это. Типа глушилка. И все сделано, и все должно работать. Ну, газ в пол я педалью дать не могу. Нужна сварка, типа, нам. Походу. Ну, давай попробуем завести его, так? Сейчас я вот выкрутил уже на максимум. Я вот здесь могу газовать, без проблем. Давай завожу. Снимай. Снимай. Шикни ты дурню эту. Давай! Что-то потух. Я пшикать перестал. Я вспомнил, я же насос отвернул, чтобы поменять лапку. Ну, типа, вроде лучше чуть-чуть, но все равно чуть-чуть пытаешься газ дать, ну, средние обороты. Ревет как сумасшедший. Что ему? То ли это нормальная работа для этого мотора? Вообще не понимаю. Ну, странно как-то. Надо сделать педаль газа по-настоящему и испытать, посмотреть, блин. Плюс непонятно, как эту глушилку делать. Ну, ты же не будешь каждый раз вот так вот глушить, крутив эту барашку. Пошла вода! Непонятно почему, но происходит что? То есть чуть-чуть газа добавляешь, а он добавляет максимальные обороты. Чуть-чуть еще добавил максимальные. Убрал, вроде как на холостые выходит. Примерно то же самое было и с предыдущим насосом. Вот это мне вообще не нравится. Почему так работает? То ли это так работает этот моторпал, то ли это что-то не то. Я не понимаю. Но что хочу сейчас. Педаль газа там я сделал. Она у нас была немножко отвалилась, к сожалению. Но я сейчас притащили с Димой сварку. Вот. И заварили ее. И сейчас увеличиваем давление на пружину. То есть вот пружину усилили. И у нас будет педаль пожестче.
Вот. И четче будет регулироваться сам вот этот вот язычок. Вот. Поэтому сейчас попробуем, посмотрим, что с этого выйдет. Как он будет сейчас реагировать на педаль. Смогу ли я педалью газа дать средние обороты у мотора. Потому что я их вот так вот холостую не могу. Может, он без нагрузки так работает. Тоже возможно такое. Одним словом, какая-то веселуха опять. Чуть-чуть нажимаю на газ. Чуть-чуть. Работает непонятно машина, возможно, под нагрузкой она будет работать. Я не знаю, слышно ли было там в кабине, когда я что-то кричал, но надо попробовать проехать все-таки под нагрузкой на этом топливном насосе. Поэтому сейчас мы вкидываем 2 задних колеса с нашего зила. По зилу тоже работы ведутся. Я не знаю, какая серия выйдет первой. Вот, потому что там ждем запчасти. Ну а здесь пытаемся по вашим просьбам все-таки реанимировать эту машину, чтобы появилось в душе вдохновение. Но пока что его нету, потому что я хотел четкости работы мотора, но посмотрим. Поэтому вставляем колеса, 2 колеса, возьмем краном туда перекинем прагу, потому что выехать нету возможности здесь. Ну, она просто-напросто не вывернется. Вот, ну и заодно краном поднимем, чтобы установить колеса. Так что запускаем кран, отгоняем Вольву, поехали. Дим, нам надо перемычка. Надеюсь, не замкнет. Потому что опорой зацепил. Да нет. Да вот это. Да, другую сторону. Ну, бывает, я не понимаю, почему-то она сама вылезла. Так. Ну, Все равно кривовато, да? конечно. Надо там будет.
Ну вот так. Перегнать кран — это очень большая работа, потому что пока сложишь лапы, пока все цилиндры эти сложишь, пока сложишь кран, стрелу. Не зря спецтехники наем начинается с базы. Как только выехала с базы машина, это уже пошло время. Это правильно все-таки, как бы нам не хотелось. Сейчас наша задача поднять за задний мост прагу. Поставим два колеса, поедем на двух колесах, потому что задний мост у нас все равно не подключен. Здесь закрутим талрепом. Вот, и испытаем, как она едет на этом новом топливном насосе. Новом условно. Поднимаем. Мы думали, это будет просто поставить два колеса, но это совсем не просто. С этой стороны нам пришлось перевернуть колесо, потому что мы цепляемся за ресивер. А с обратной стороны, противоположной пассажирской, вроде бы все нормально. Так, ну колесики мы прикрутили. На этом наши силы закончились почти. Но нам нужно сейчас еще испытать все-таки Прагу. Сейчас тащу паук. Он тяжелый в 2 раза почему-то сегодня. И будем цеплять. Задний мост мы тоже привязали. Обратите внимание, использовали талреп. Вот. Задний мост у нас зажат. Сейчас опускаем его на колеса. Цепляем Прагу, выкидываем ее туда на улицу. И испытываем. А колеса не будем качать передние? Да, будем. Может, в следующей серии уже. Не? Не, ну давай этой. Я не знаю, как мы ее назад поставим, но сейчас будет весело по-любому. И, кстати, обратите внимание, что на этих колесах Прага приобрела новый вид. Если ей добавить еще 6 таких колес, ну 4 еще добавить, это будет тачка. Ее по грязи остановить будет очень сложно. Дикий старт. А это задолбало, ну что это за бред?
Вначале я ездил на пониженной, сейчас включил повышенную, и на самом деле он побежал очень сильно. Но сейчас попробую вот преодолеть на холостых вот эту ямочку, посмотрим, что он скажет. Есть ли в нем тяга. Ну вообще мотор работает вот как себе хочу, блин. Ну вот такой нету четкости. Возможно, к нему привыкнуть. Утерян топливный бак. Блин, что-то в ней есть. Такое вот иномарковское. Оно очень классно в управлении. Самый главный вопрос, который для меня пока что непонятный. Вроде как бы она и едет нормально. Вроде как периодически все нормально. Но нету четкого контроля за вот акселератором. То есть едешь либо газ в пол, либо не пойми как. Вот, поэтому пока я не знаю. Сейчас еще, наверное, чуть-чуть проеду, пощупаю ее. Но опять же с запуском. Только с быстрым стартом. Но это бред. Но это же бред. Бред. Новые кольца у нас. Ну, типа, должна прикататься поршневая. Ну, не знаю. Как она газует сама по себе, она не прикатается. Она только ухудшится. Обязательно, друзья, остановите видео. Давайте подумаем вместе. Я не знаю, что делать, если честно. Мне этот мотор не нравится. Вот вообще, фигня мотор. Ставить какой-то другой мотор, это не так просто здесь. Вот, потому что водяное охлаждение, это нужно мудрить радиаторы будет. Ну, пока я не знаю, что делать. И понижение, в принципе, надо сейчас еще раз покатаюсь, посмотреть самую пониженную. Понижение, по идее, должно хватать. Вот, чтобы он ехал.
Как-то сейчас вот сел, вроде едет она и тянет, и отзывается. Не знаю, будем смотреть. Сейчас хотим поставить вот эту нашу дувку, чтобы было охлаждение, потому что немножко я переживаю за охлаждение. И попробуем еще прокатиться, пощупать, поиспытывать. Для того, чтобы ее поставить, нужно опять снять топливные трубки, блин. Ну, неважно, сейчас скинем. Запуск у нее очень нечеткий, я не знаю, что ему надо, блин. Неужели компрессии не хватает или еще чего-то, непонятно. По звуку зажигания очень раннее. По выхлопу синий дым едкий. Какое это зажигание? Непонятно. В общем, моментов много. Ну ладно, сейчас будем разбираться. По чуть-чуть еще покатаемся и будет более понятно. Правильно? Дима, ты что думаешь? Да машина ракета. Да не гони ты, блин, ракета. Была ракетой когда-то. 1.9 ТД. Нас ждет. Вот там сейчас прикрутим внизу, здесь вверху, и все будет работать. Сломал. Ну уже сгнило после покатушек в болоте, все сгнило уже. Друзья, я вооружился наушниками, так что сейчас будем снимать нормальную тему. Во всяком случае, мне будет чуть покомфортней. Трубки, правда, пустые у нас. Надеюсь, запустится этот каракат. Как там говорил Гагарин, Дима? Поехали! Шикни!
Блин, там находиться внутри просто невозможно. У меня слезы плывут, текут. По ощущениям интересная техника, конечно. Но вот сейчас она чуть поднагрелась, уже начала. Газует там сама по себе. Вот, нету четко здесь, нету четкого отклика топливной аппаратуры на то, что ты делаешь. То есть ты газу дал, не дал, он все равно ревет, что-то, ну такое себе, в общем, не успевает скидывать обороты. Может потому, что я взад-вперед уже начал быковать, поэтому он. Двигатель себя ведет непонятно. Хотя вот в наушниках, как только мы выехали, мне так нравилось, вообще все четенько, он откликался. Я не знаю, у меня вообще двоякие ощущения. Вроде классно, все, он и поворачивает, и знаешь, выворачивается классно. И вот в плане управления мне вообще понравилось, и передачки легко, все четко. Но вот этот мотор просто выбешивает. Нету у него вот такой дизельной, знаете, стабильности, как вот тот, как БРДМ. Блин. Вот такая, короче, фигня. Передний мост выключился. Нет переднего моста. Тачка интересная, честно. Вот, блин, я не знаю. Он очень, кстати, мягко едет. Вот там поливаешь. Я на доске сижу, чтобы ты понимал. Но я способен держаться. Летит, правда, грязь, пыль. Я хоть чистый, вроде нормально. Но, не знаю, друзья. Пишите, блин, в комментариях, жить этому проекту или не жить. Вот так посмотришь, смотри, ни дыма нету, ничего. Вот, машина работает. Пушка. Но есть нюансы. У нас есть возможность одеть колеса зиловские на Прагу также и испытать ее еще на 6х6. Но только сиденье надо, Дима, сделать. И мне противогаз обязательно одевать, иначе мы крякнем. Вот так вот, чем не машина, тачка. Ну и, друзья, если вам будет интересна эта серия, если она зайдет, то, я думаю, можно построить, попробовать 6х6. Ну ведь у нас есть колеса как раз от Зила. Вот, у нас все есть. Мы здесь уберем крыло, снимем бампер, и мы можем пробовать испытывать эту конструкцию. Мне кажется, есть шансы. Ну, посмотрим. В общем, сейчас наша задача загнать ее обратно, убрать Шрека. Вот, и Шрека мы мазом сейчас уберем и загоним Прагу на место. Она же уже запускается, все четко. Ну и даже пятаки он какие-то пытается крутить.
Праге, когда вылазишь, как будто поле вспахал на тракторе ДТ, блин. Ну, ладно. В общем, друзья, на этом все. Огромное вам спасибо, что были с нами. Надеюсь, я чуть-чуть удовлетворил ваш интерес в плане Праги. Ну и обязательно дайте мне обратную связь. Прямо обязательно. Если зайдет вам эта вся тема, если вы хотите, чтобы попробовать ее все-таки 6х6 сделать на зиловских колесах, это не сложно, в принципе, можно, я думаю, попробовать. Так что обязательно с вас обратная связь, лайк, подписка. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, крепчайшего здоровья, всего самого-самого наилучшего. Всем пока!